кого Пушкин украл свои сказки. Среди исследователей творчества Александра Сергеевича Пушкина продолжаются споры о происхождении сюжетов некоторых его произведений. Особенное внимание уделяется вопросу происхождения его сказок. Часть ученых считает, что Пушкин перерабатывал русские народные сказки, услышанные им от Арины Родионовны, тогда как другие находят в них влияние западных европейских сказочных традиций. Однако большинство соглашается, что Пушкин не просто адаптировал зарубежные произведения, но привнес в них национальные особенности, адаптируя их к русским условиям. Отголоски наследия братьев Гримм. Константин Азадовский, изучавший сказки Пушкина, выявил в большинстве из них элементы и мотивы, характерные для западной литературы. Он утверждает, что только одна из сказок Пушкина, сказка о Попье и работнике его балде, не имеет прямых аналогий в мировой литературе, тогда как остальные содержат заимствования. Такой вывод он сделал, опираясь на исследование Сергея Бонди, который установил, что сказка о рыбаке и рыбке является переработанной версией немецкой сказки о рыбаке и его жене, братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Подтверждением этому служат заметки в черновиках Пушкина, где старуха, став царицей, просит рыбку сделать ее римским папой. Однако в итоговой версии Пушкин отказался от этого явно католического элемента, заменив его желанием героини стать повелительницей морскою. Хотя у братьев Гримм старуха действительно становится римским папой и теряет все, пожелав стать богом, общая структура обеих сказок схожа. Другая сказка братьев Гримм, оказавшая влияние на творчество Пушкина, это «Белоснежка и 7 гномов», с которой он, вероятно, ознакомился благодаря французскому переводу. Эту гипотезу высказал директор музея братьев Гримм Бернхард Лауэр, отметив, что Пушкин, обладая несомненным талантом, сумел перевести сказки на русский язык, обогатив их новыми персонажами и представив в стихотворной форме. Взяв у немецких авторов образы злой мачехи-царицы и хрустального гроба, Пушкин заменил Белоснежку на русскую красавицу-падчерицу, а гномов — на богатырей. Кроме того, он добавил в повествование преданную собаку, что дополнительно подчеркивает творческий подход писателя к адаптации заимствованных сюжетов. Сказка о золотом петушке. Поэтесса Анна Ахматова в своей статье «Последняя сказка Пушкина» отметила, что нашла источник вдохновения для «Сказки о золотом петушке». Долго считавшуюся оригинальной работой, она вдруг обнаружила связь с легендой об арабском звездочете из сборника Вашингтона Ирвинга «Альгамбра». При сравнении текстов Ахматова заметила сходство в сюжетных линиях, подчеркивая, что Пушкин сократил исходный материал, что привело к некоторым недоразумениям и непоследовательностям в тексте. Персонажи Ирвинга были переосмыслены Пушкиным, получив черты русского характера. Сатира в описании стала более выраженной, а мотивации героев приобрели реалистичность. Филолог Василий Сиповский в работе «Руслан и Людмила» указал на сходство сказки о золотом петушке с «Золотым петухом» немецкого драматурга Фридриха Клингера. Арабист Игнатий Крачковский, в свою очередь, нашел истоки этих сказаний в коптском фольклоре, описанном в книге «Китаб Ахбар аз-Заман Валяджаиб аль-Булдан». Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.